Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых квизов из MarkQuiz в сервис «Мой класс». Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые квизы из MarkQuiz в другие системы. Например, в «Мой класс» вы сможете добавлять новые записи на занятия, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных MarkQuiz. Далее необходимо выбрать действие «Получить квизы». На этом этапе вам необходимо создать виртуальный аккаунт MarkQuiz в системе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название или просто кликнуть «Сохранить». Когда созданный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите URL для приема данных. Именно на эту ссылку будут приходить новые квизы из MarkQuiz. Для того, чтобы продолжить настройку, нам необходимо скопировать URL и перейти в личный кабинет MarkQuiz. Далее переходим к редактированию квиза. Переходим в раздел «Интеграция». Находим систему Webhooks. Далее добавляем новый хук. Вставляем скопированную ссылку в системе Apex Drive. Не забываем сохранить и опубликовать изменения. После того, как все настройки произведены, вам обязательно нужно перейти в ваш квиз и оставить тестовую заявку. После того, как вы заполнили квиз и оставили заявку, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные, которые мы только что заполнили. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных MarkQuiz успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем «Мой класс». Далее необходимо выбрать действие «Создать запись на занятие». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт «Мой класс» к сервису Apex Drive. В этом окне вам нужно указать ключ API. Чтобы его получить, переходим в личный кабинет «Мой класс». Далее переходим в раздел «Настройки». Теперь нам нужен пункт API и Webhooks. Если у вас еще не создан API-ключ, вы можете это сделать, кликнув по соответствующей кнопке. Я же буду использовать созданный API-ключ. Обратите внимание, что API-ключ должен быть включен. После того, как вы скопировали API-ключ, возвращаемся в систему Apex Drive и вставляем его в соответствующее поле. После этого кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля «Мой класс», которые необходимо заполнить для создания новой записи на занятие. Для начала нам необходимо выбрать наше занятие. В эти поля вы можете назначать переменные из MarkQuiz. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка.
Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, используйте Enter. Если среди переменных markquiz у вас нет данных по номеру телефона клиента, вы можете прописать номер телефона вручную, и он будет одинаковый для всех пользователей, так как номер телефона для создания записи на занятие обязателен. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в мой класс в виде записи на занятие при каждом новом квизе из markquiz. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в мой класс». После успешной отправки переходим в мой класс и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных «Мой класс» успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!